Здравствуйте! Сегодня мы свяжем с вами вот такие замечательные митенки рельефными столбиками. Вязал я их крючком 3,5 мм. Также можно использовать крючок 4 мм. Пряжу использовал 100 грамм 200 метров, 50% шерсть, 50% акрил. Данные митенки теплые, эластичные и очень хорошо смотрятся на руке. Эти митенки я вязал из двух цветов. К сожалению, красный камера не очень полноценно передает, но выглядят они очень красиво. Также можно вязать их и однотонными. К примеру, я вязал вот эти вот митенки одним цветом. Выглядят они также очень красиво. Итак, давайте же приступим к вязанию данных митенок. Начнем мы вязание с набора эластичного края. Для этого мы выполняем начальную петлю и делаем 2 воздушные петли цепочки 1, 2. В нашу самую первую петельку мы вводим крючок, захватываем нить, достаем, затем делаем накид и провязываем первую петельку на крючке. Вот таким вот образом. Затем делаем снова накид на крючок и провязываем уже 2 петельки на крючке. Выполнили. Вот мы провязали с вами первую петельку эластичного края. Затем вот у нас идут 2 петельки. Это вот вторая петелька, которую мы провязывали. А вот первая петелька, которую мы провязывали с вами. В эту первую петельку мы вводим крючок и выполняем снова также. Достаем нить. Делаем накид на крючок, провязываем первую петельку на крючке, затем снова делаем накид и провязываем уже 2 петельки на крючке вместе. И вот мы выполнили уже вторую петельку нашего эластичного края. Вводим крючок снова во вторую петельку от крючка, вот по этой стороне. Захватываем нить, достаем, провязываем только одну петельку на крючке. Затем делаем накид и провязываем 2 петельки на крючке. Вот, уже получилась третья петля эластичного края. Таким образом, нам нужно будет набрать нашу цепочку, которая будет равна самой широкой части нашей ладони. То есть мы должны связать цепочку, и она должна быть не в растянутом, а в спокойном состоянии, равна обхвату вот этой вот части ладони. После того, как мы набрали эластичный край, и ширина нашей цепочки равна ширине самой широкой части ладони, нам нужно будет ее сомкнуть в кольцо. Для этого выравниваем цепочку так, чтобы у нас петельки, которые образовывались, шли поверху. Складываем ее пополам и вводим крючок в первую петельку цепочки. Затем захватываем ниточку и выполняем соединительный столбик. Выполнили. Выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Делаем накид на крючок. В эту же петельку, где мы выполняли соединительный столбик, провязываем столбик с одним накидом. Делаем накид, вводим крючок в следующую петельку и также провязываем столбик с одним накидом. Так мы провяжем с вами весь первый ряд, в каждую петельку по одному столбику с одним накидом. Провязали ряд до конца. В конце ряда выполняем в третью петлю подъема 1, 2, 3 соединительный столбик. Вводим крючок в третью петельку, захватываем нить и продеваем ее сквозь петельку на крючке. Приступаем к вязанию второго ряда. Выполняем 3 воздушные петли подъема 1, 2, 3. И начиная со второго ряда мы будем вязать с вами рельефную резинку. То есть провязывать с вами рельефные столбики, изнаночные и лицевые. У меня всего петелек получается столбиков в ряду 28. Я буду провязывать резинку из 2 лицевых и 2 изнаночных, то есть 2 к 2. Если у вас нечетное количество столбиков, то вы можете провязывать резинку 1 к 1, то есть 1 лицевой, 1 изнаночный. Итак, для того, чтобы провязать рельефный лицевой столбик, мы делаем накид на крючок. Вводим крючок под петельки подъема предыдущего ряда, это там, где мы выполняли с вами соединительный столбик.
Вводим крючок за нашими петельками, захватываем нить и провязываем столбик с одним накидом. Вяжем второй лицевой рельефный столбик. Снова делаем накид, вводим крючок за следующий столбик, вот таким образом. Захватываем нить и провязываем второй столбик с одним накидом. Вот у нас получилось с вами 2 лицевых рельефных столбика. Для того, чтобы провязать изнаночные столбики, мы также делаем накид на крючок, только крючок уже будем вводить не за столбиком, а перед ним. То есть мы с изнаночной стороны вводим крючок и отодвигаем наш следующий столбик на изнаночную сторону. Захватываем ниточку и провязываем также столбик с одним накидом. Снова делаем накид, также вводим крючок перед столбиком следующим, отодвинув его назад, и провязываем следующий столбик с одним накидом. Вот у нас получилось 2 изнаночных столбика. Затем будут снова идти 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, и так до конца ряда. Провязали второй ряд до конца, и теперь в конце каждого ряда мы будем выполнять соединительный столбик не в третью петельку подъема, а за первый наш рельефный лицевой столбик. Будем вводить вот таким образом крючок, захватывать ниточку и провязывать соединительный столбик. И каждый ряд мы будем начинать с 3 воздушных петель подъема, а заканчивать ряд соединительным столбиком в наш первый рельефный лицевой столбик. И дальше мы будем провязывать ряды. Там, где лицевые, там лицевые столбики, где изнаночные, там изнаночные. Итак, мы провяжем с вами резинку нужной нам высоты. Это может быть 5, 7, 10 сантиметров. Я буду вязать резинку высотой 7 сантиметров. После того, как мы связали нашу резинку, я провязал 7 рядов рельефными столбиками, и высота резинки у меня получилась 7 сантиметров. Вот такая вот резиночка у нас получилась. Такая рельефная, объемная и эластичная. И теперь мы приступим к вязанию дальше нашей митинги. Будем провязывать теперь не лицевые изнаночные столбики, а только лицевые. В начале ряда мы также выполняем 3 воздушные петли подъема. Там, где у нас лицевые рельефные столбики, мы также вяжем лицевые. А там, где были изнаночные, мы также провязываем лицевыми. То есть их будем уже подхватывать так же, как мы провязывали лицевые. Так провяжем здесь и изнаночные. Дальше у нас идут лицевые, мы их так и провязываем, как лицевые. А изнаночные будем провязывать тоже как лицевые. И так весь ряд до конца. В конце ряда мы также выполняем соединительный столбик под первый рельефный столбик ряда. 3 воздушные петли подъема. И дальше продолжим вязать только лицевыми рельефными столбиками, пока не дойдем до начала большого пальца, то есть до вот этого вот места. Вот я провязал ряды только рельефными лицевыми столбиками. Всего у меня получилось таких рядов 7. Дошел до начала большого пальца, то есть до вот этой вот косточки. Вот у нас с вами идет по ребру ладони начало наших рядов. Нам теперь нужно будет провязать столбики до изгиба большого пальца на ладони и затем выполнить цепочку из воздушных петель, которая будет равна обхвату вот этой вот косточки нашего большого пальца. Вот я провязал ряды от ребра, то есть от начала наших рядов, от ребра ладони до изгиба большого пальца со стороны ладони. Всего у меня получилось 12 рельефных столбиков. Далее нам нужно будет высчитать, сколько идет столбиков от изгиба на ладони до изгиба с обратной стороны получается. У меня всего 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков занимает вот это вот место вокруг косточки большого пальца.
И теперь нужно будет провязать такое же количество петель воздушных, сколько у нас столбиков. То есть в моем случае получается 6 воздушных петель. Набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем мы пропускаем 6 рельефных лицевых столбиков ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в седьмой провязываем дальше рельефный лицевой столбик. И продолжаем вязать так столбики дальше до конца ряда. Вот я начал вязать уже следующий ряд и подошел, вот у нас последний рельефный лицевой столбик перед цепочкой из воздушных петель, которую мы делали в предыдущем ряду. Мы также наш последний рельефный столбик лицевой провязываем как лицевой, а дальше нужно будет провязать просто по одному столбику с накидом в каждую петельку. Тут было 6 петелек, соответственно должно быть 6 столбиков. Вяжем первый столбик с одним накидом в петлю, затем второй, третий и последний, шестой столбик в шестую петельку из воздушных петель, которые мы делаем с вами. Дальше снова идут рельефные лицевые столбики. Мы делаем накид на крючок и провязываем дальше наши лицевые столбики до конца ряда. Там, где мы вязали с вами просто столбики с одним накидом, мы здесь также будем провязывать рельефные лицевые столбики. И так будем вязать дальше ряды, пока не свяжем митенку высотой где-то примерно до вот этого вот места, где вот тут косточки, где начинаются у нас пальцы, вот чуть-чуть больше. Вот я провязал ряды до начала пальца, вот чуть выше косточки получилось. И теперь нам можете ниточку зафиксировать и отрезать ее, и нам останется только выполнить обвязку большого пальца. Для того, чтобы обвязать отверстие для большого пальца, нам понадобится всего лишь 2 ряда. Первый ряд мы провяжем столбиками с одним накидом. Вот у нас с вами идут поверху, по низу точнее петельки, а вот идут поверху петельки. И мы в каждую такую петельку должны будем провязать по одному столбику с одним накидом. Вот петелька, которая идет у нас в уголке, мы ее, вот, мы в нее вводим крючок, захватываем нашу рабочую ниточку, продеваем сквозь петельку и выполняем начальную петлю. Хорошенько потянем за хвостик нити, чтобы ниточка зафиксировалась. И выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Вводим крючок в следующую петельку и провязываем столбик с одним накидом. Затем в следующую петельку провязали с вами второй столбик, дальше вяжем третий. И вот у нас уголочек, провяжем туда последний 6-й столбик. Дальше у нас вот идет с вами переход такой, то есть здесь идет, у нас как бы нету здесь петель, куда можно провязать, и сразу идут верхние петельки. Чтобы в этом месте у нас не образовалась дырочка, нам нужно будет провязать следующим образом. Сделать накид на крючок, с внутренней стороны под ниточки вот этого вот лицевого рельефного столбика ввести крючок, захватить ниточку, достать, провязать столбик с одним накидом не до конца, то есть провязать только первые 2 петельки на крючке, затем снова сделать накид и ввести крючок уже в первую петельку, которая идут у нас вот поверху. Вводим туда наш крючок, захватываем нить, провязываем крючок, также провязываем крючком только первые 2 петельки, то есть наш столбик не до конца.
Вот у нас получилось 3 петельки на крючке, и мы их провязываем все вместе. То есть мы как бы провязали с вами 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. И дальше провязываем в каждую петельку по одному столбику с одним накидом. Вот мы подошли с вами ко второму месту, где у нас идут вот такой же, как и здесь был, лицевой столбик. То есть там нету петелек. Мы также провяжем здесь за петельки с изнаночной стороны этого столбика столбик с общей вершиной двойной, 1. И следующий, вот там, где у нас идут петельки подъема, вводим крючок туда, захватываем нить и провязываем также столбик не до конца, а затем все 3 петельки вместе. И выполним соединительный столбик не в третью петельку подъема, а в петельку над первым столбиком ряда. Выполнили. Выполняем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и провязываем рельефный лицевой столбик там, где мы вязали соединительный столбик, то есть над столбиком предыдущего ряда. Мы за столбик предыдущего ряда вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом, то есть наш рельефный лицевой. И так провяжем в каждый столбик по одному лицевому рельефному столбику до конца ряда. В конце ряда мы также выполняем соединительный столбик под первый рельефный лицевой столбик, затем выполняем еще одну воздушную петлю, ниточку затягиваем, и теперь можно будет отрезать рабочую нить. Теперь нам нужно будет спрятать все хвостики с изнаночной стороны под петельки. И вот наша митенка готова. Вязание второй митенки будет абсолютно таким же способом. Один из таких плюсов вязания митенки рельефными столбиками, как по мне, так это то, что не обязательно высчитывать расположение пальца для левой или же правой руки. То есть я вам покажу, я одену ее на левую руку, поскольку я ее вязал по большому счету на левую руку, правильно? Вот, и у нас большой палец хорошо сидит, он нигде не пережимает. Но я также могу ее одеть и на правую руку. И также большой палец будет сидеть, то есть отверстие для большого пальца также не будет искажаться или пережимать палец. И будет хорошо и удобно сидеть сама митенка. А на этом все. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Обязательно подписывайтесь, если еще не подписались, чтобы не пропускать новых видео. Легких вам петелек. До новых встреч!